Всем привет! В этом видео я вам покажу одно из моих любимых мест в Испании. Это горное озеро Сан-Маурисио. Оно находится почти в 4 часах езды от Барселоны. Это озеро расположено в национальном парке Агуас-Тортас и Лаго де Сан-Маурисио в горах Пиренеях. Этот национальный парк считается одним из крупнейших не только на территории Испании, но и во всех Пиренеях. Это целая череда гор, водопадов, зеркальных озер, бурных рек, скал, лиственных и вечнозеленых лесов. Всего в национальном парке насчитывается около 400 ледниковых озер. Глубина некоторых из них достигает 50 метров. Также есть множество водопадов и горные реки. Озеро Сан-Маурисио находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Высота самых высоких пиков гор на территории этого парка составляет 3000 метров. Флора и фауна этого парка достаточно разнообразны. Из фауны здесь обитают косули и серны, горностаи, сурки, бобры, выдры. В горах можно встретить беркутов, в лесах глухарей и тетеревов. Весь парк занимает площадь 14 тысяч гектар, а его название переводится как «извилистые воды», что в полной мере соответствует пейзажу, который можно здесь увидеть. Это единственный национальный природный парк на территории Каталонии. Территория парка и само озеро строго охраняемы, как и вся фауна и флора этого парка. Здесь нельзя ставить палатки, жечь костры, купаться в озерах, оставлять мусор, шуметь, слушать музыку, срывать цветы, ловить рыбу. Также нельзя приходить с собаками, нельзя собирать грибы на территории парка, нельзя использовать дроны. За несоблюдением правил предусмотрены большие штрафы, которые подавят в вас все желание нарушать дисциплину. Кстати, эти места очень любил диктатор Франсиско Франко. Он часто приезжал сюда порыбачить. Делать пикник на этом озере разрешено, при условии не разжигания костров и при том, что за собой вы все убираете. Если честно, человек я очень брезгливый. Я все мою по 20 тысяч раз, в буквальном смысле. Поэтому все ягоды, все фрукты, все мыто-перемыто. Я очень скрупулезна в этом плане. Погода в горах очень переменчива. Если вы приехали и было солнечно, то будьте готовы к тому, что через полчаса может пойти дождь. И прогнозы погоды не помогут, так как это нормальное свойство, в горах погода склонна к частым изменениям.
Здесь особая энергетика, здесь невероятная красота. И это одно из моих любимых мест вообще в Испании. Мы идем к водопаду. Я честно не знаю, как он называется, здесь их очень много, но это ближайший к нам. Это буквально в 20-25 минутах от того места, где мы делали пикник. На обратном пути мы увидели лошадей по дороге. Я обожаю животных, я обожаю всех животных, я не ем мясо. И я просто не смогла не остановиться, чтобы не посмотреть их. А сейчас я покажу вам, как выглядит горная деревушка в Испании. Мы спустимся вниз и прогуляемся по улицам этой деревни, которая называется Эстери де Анеу.
Отличается от наших, не правда ли? Да, здесь не встретить деревянных домиков и огородов. Хотя некоторые держат небольшой земельный участок, чтобы выращивать овощи для себя. Но он не сравнится по размерам с привычными нам огородами. И их сравнительно мало. А здесь вы можете увидеть, как мужчина рыбачит на этой реке. Не знаю, какая здесь рыба есть, но думаю, что речная форель. Численность населения в этой деревне составляет 832 человека на 2021 год. Здесь есть своя школа, свой дом престарелых. Здесь он называется резиденцией пожилых людей. Центр медицинского обслуживания, полиция, несколько отелей, несколько ресторанов и баров, кафе, 4 супермаркета. Здесь, в деревнях, также вы не встретите владельцев коров, овец, коз и так далее. Имею в виду частные подсобные хозяйства, если я правильно выражаюсь. За исключением лошадей. Их здесь можно встретить у частных лиц. А так, вообще сельхозживотные, так же как и сельхозптица, выращиваются в достаточно крупных масштабах, на фермах и специализированных предприятиях. Я обожаю кошек, я везде их нахожу. Вообще, я люблю животных, не только кошек, я люблю всех. Да, кстати, в Испании существует целая ассоциация самых красивых деревень Испании, которая так и называется. Ежегодно список деревень пополняется за счет новых кандидатов. Цель этой ассоциации – доносить до туристов информацию о самых красивых уголках Испании. Это дополнительная поддержка для этих деревень. Посмотрите, здесь супермаркет, и можно купить рассаду. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком. Всем спасибо и до скорого. Пока-пока.